Я очнулся, привязанный к дереву. Веревки впивались в тело так, что невозможно было пошевелиться. Браконьеры избили и бросили меня здесь умирать. Месть за годы борьбы с их нелегальным промыслом. Но это было не самое страшное. Массивный бурый медведь стоял в нескольких шагах. Его янтарные глаза смотрели прямо на меня. Воздух застыл в зловещей тишине. Внезапно зверь встал на задние лапы, возвышаясь надо мной на 3 метра. Огромная лапа взметнулась вверх. Я зажмурился, прощаясь с жизнью. Удар. Но вместо острых когтей я почувствовал только резкий толчок рядом с плечом. Мощный удар пришелся точно по веревке вокруг ствола. Медведь замахнулся снова. Еще удар. Снова по веревкам. Огромный хищник целился не в меня. Невероятная мысль. Это животное пытается меня освободить. Зверь опустился на лапы и подошел ближе. Его морда в сантиметрах от лица. Он обнюхал меня, урча. Затем вцепился зубами в толстый канат и потянул изо всех сил. Веревка натянулась, но не поддалась. Они были мокрыми от ночной росы и затянуты намертво. Медведь зарычал от злости и ударил лапой по стволу с такой силой, что кора разлетелась кусками. Он рвал веревки когтями, работая с почти хирургической точностью, пытался разорвать узлы. Его движения были осторожными, словно животное понимало. Одно неверное движение этих мощных лап могло разорвать мне плечо. Именно тогда я увидел это. Длинный неровный шрам на его боку, частично скрытый шерстью, но все еще заметный. Я замер, не веря своим глазам. 3 года назад, ранней весной, я нашел маленького медвежонка, дрожащего возле тела его матери. Браконьеры застрелили медведицу, а малыша ранили, когда он пытался ее защитить. Рана на боку была глубокой, рваной. Я забрал его в свою сторожку и 2 недели выхаживал. Чистил рану, накладывал швы, кормил из бутылочки. Когда медвежонок окреп, я отпустил его обратно в лес. До сегодняшнего дня я больше никогда его не видел. «Малыш», — прохрипел я, голос дрожал. «Это правда ты?» Медведь дернул ухом. Маленький знак, что он слушает. Он перестал грызть веревку и посмотрел мне прямо в глаза. В этом взгляде было узнавание, память, связь, которая никогда не разрывалась. Зверь нежно ткнулся носом в мою щеку. Именно тогда послышался первый вой, далекий, но четкий. Медведь мгновенно застыл, уши развернулись. Еще вой, затем 3. Это была стая серых хищников, и она приближалась. Зверь не бросил меня. Вместо этого с удвоенной яростью набросился на веревки. Он рвал их когтями, грыз зубами. Мощные челюсти смыкались на толстых прядях. Одна из веревок начала распускаться. Нити рвались одна за другой. Рывок. Веревка лопнула. Мои руки получили чуть больше свободы, но я все еще был привязан. Между стволами деревьев замелькали серые тени. Первый волк показался из-за куста. Крупный серый самец, желтые глаза смотрели на нас. За ним 2, 3. Их было уже 6. Стая медленно стягивала кольцо. Они не спешили, ведь добыча никуда не денется. Медведь повернулся, загораживая меня своим телом, и издал предупреждающий рев. Низкий звук, от которого дрожь пробежала по спине. Но волки не отступили. Альфа-самец, крупный вожак со шрамом через морду, тявкнул команду. Стая синхронно шагнула вперед. Зверь оказался перед невозможным выбором: продолжить освобождать меня или защищать нас обоих. Он решительно развернулся к волкам и встал на задние лапы. Его огромная фигура вздымалась над землей. Громкий рев вырвался из груди, звук полной ярости и решимости. Это был не просто рык, а ясное послание. Я буду защищать его до конца. Альфа тявкнул. Волки начали окружать. 3 влево, 2 вправо. Медведь не мог защищать все направления сразу. Он развернулся к правым волкам. Один сделал ложный выпад. Зверь ударил лапой. Промах. 2 волк зашел сбоку. Медведь крутанулся, отгоняя его.
Тактика стаи – измотать противника ложными атаками. Пока он отвлекался, два волка слева начали красться ко мне, пригибаясь к земле. Я дергал руками изо всех сил. Веревка понемногу поддавалась, но волки были уже в 10 метрах. Их желтые глаза ярко светились. Медведь заметил их, резко развернулся и ринулся с таким ревом, что птицы взлетели из ближайших кустов. Волки отпрыгнули. Один огрызнулся, показывая клыки, пытаясь выманить медведя от дерева. Альфа воспользовался моментом и метнулся к медведю сзади. Медведь почувствовал опасность и крутанулся, но волк уже вцепился клыками в его бедро. Зверь взревел от боли и ярости. Затем стряхнул противника мощным ударом. Волк отлетел на несколько метров, перевернулся в воздухе и приземлился на лапы, готовый снова атаковать. Я наблюдал за этим, абсолютно беспомощный. Мой спаситель сражался за обе наши жизни, а я не мог ничем помочь. Это только разозлило медведя еще больше. Зверь перешел в наступление, делая мощные выпады то к одному волку, то к другому. Его лапы оставляли глубокие борозды на земле, когти блестели. Каждый удар был смертельно опасен. Прямое попадание убило бы на месте. Стая замешкалась, потеря даже одного члена меняла все. Медведь не преследовал. Вместо этого сделал 2 мощных шага к Альфе, встал во весь рост и издал такой рев, что земля задрожала. Пасть широко раскрыта. Огромные клыки, передние лапы взлетели вверх, готовые обрушиться с разрушительной силой. Это переломило ход боя. Альфа быстро оценил ситуацию. Один волк ранен и не способен продолжать бой. Медведь явно готов сражаться до последнего вдоха, а добыча того не стоила. Он тявкнул резкую команду. Стая начала медленно отступать, не поворачиваясь спиной к свирепому противнику. Волки уходили в лес. Их серые силуэты растворялись в тенях между деревьями, но я чувствовал, они где-то рядом, наблюдают. Медведь стоял неподвижно, тяжело дыша, полностью вымотанный схваткой. Из раны на бедре темными каплями стекала кровь, но в его глазах все еще пылал непоколебимый огонь. Зверь прислушался к звукам леса, убедился, что опасность миновала, затем медленно развернулся ко мне. Его взгляд говорил ясно. Он не прошел через все это, чтобы отступить на последнем шаге. Он подошел, обнюхал меня, проверяя, не ранен ли я. Затем взгляд снова упал на веревки. Медведь издал низкое рычание. Звук полной решимости. Зверь снова вцепился зубами в ослабленную веревку и потянул с новой силой. Я помогал как мог, дергая руками, поворачивая запястья. Одна веревка лопнула с глухим звуком, затем вторая. Давление на груди резко ослабло. Зверь переключился на узлы вокруг рук, работал осторожно, стараясь не повредить кожу клыками. Еще один мощный рывок, последняя петля лопнула. Я рухнул вперед, слишком слабый, чтобы удержаться. Упал на траву лицом вниз. Медведь наклонился и обнюхал меня, проверяя, все ли в порядке. Я с трудом пополз к стволу дерева и оперся на него. Зверь опустился рядом, истощенный не меньше моего. Кровь все еще сочилась из раны на его бедре. Я посмотрел на рану и понял. Я должен помочь. Неподалеку, брошенный браконьерами, валялся мой рюкзак. Собрав остатки сил, я дополз до него и достал аптечку. Медведь настороженно наблюдал, но не отстранялся. «Спокойно, малыш. Дай мне помочь», – прошептал я. Я осторожно промыл рану антисептиком, затем плотно обмотал бедро бинтом. Медведь поморщился, но терпел, словно понимая, что я пытаюсь помочь. Когда я закончил, зверь тихо урчал. Не от угрозы, а от благодарности. Мы сидели так еще несколько минут. 2 уставших существа, пережившие смертельную опасность вместе. Медведь первым поднялся на лапы и посмотрел на меня. В его глазах читалась усталость, но и удовлетворение. Долг оплачен. Я понял, что он собирается уходить. Собрав последние силы, я протянул руку. «Малыш, подожди».
Медведь остановился, сделал шаг назад, приближаясь. Я дотянулся до его морды, погладил за ухом, как делал многие годы назад. Затем нашел шрам на боку. «Ты вырос. Ты стал таким сильным». Медведь закрыл глаза на мгновение и издал тихое урчание. Словно говорил: «Я помню». Я никогда не забывал. Его янтарные глаза в последний раз встретились с моими. Долгий взгляд, наполненный смыслом. Медведь развернулся и направился к лесу, не оглядываясь, не останавливаясь. Между деревьями его темная фигура растворилась в зелени, оставив меня в безопасности и совершенно потрясенным. Я остался сидеть у дерева. Вокруг лежали порванные веревки, земля изрыта следами, молчаливые свидетели невероятного спасения. Это была не случайность. Это урок на всю жизнь. Бескорыстная доброта никогда не забывается. Медведь запомнил того, кто спас его, когда он был беспомощным медвежонком. И когда настал его черед, он рискнул всем, чтобы вернуть долг.